Всем огромный привет! У нас в доме очень много пустых стен, и эта пустота упрощает сильно пространство. Поэтому пришло время заполнить эти пустоты. Первым делом я буду заполнять вот этот промежуток между двумя окнами. Он находится у нас в зале, и в первую очередь, когда входишь в зал, это место сразу бросается в глаза. И есть у меня большое желание закрыть этот промежуток интерьерной картиной. И, естественно, я буду делать ее сама. Подрамник для картины я заказала в мастерской, так как посмотрела, как делать подрамник, и посчитала, сколько он будет стоить, и пришла к выводу, что овчинка выделки не стоит. Стоит он копейки, собирается очень просто. Картина будет большого размера, 80 на 100, и для таких больших работ в подрамнике предусмотрено усиление в виде двух дополнительных перемычек, которые будут усиливать раму и в итоге предотвратят перекашивание и провисание холста. Выравниваю углы под 90 градусов. Вставляю клинышки. Немного их забиваю молоточком, просто для того, чтобы они не выпали. Впоследствии этими клинышками я уже буду регулировать натяжение полотна. Следующим этапом буду натягивать холст. Холст у меня это двунитка, 220 грамм на метр квадратный. Стандартное полотно. Размер подрамника у меня 80 на метр, а ширина ткани у меня 90 сантиметров. Поэтому по ширине ткани, когда я буду загибать ее на подрамник, мне хватит и мне не придется обрезать, и здесь будет красивая окантовка. Со стороны же 80 сантиметров загнется вот таким вот образом. Подкладывать я не буду, потому что ткань достаточно плотная, махриться не должна. И с этой стороны я просто обрезаю ее где-то еще на сантиметров 7 от подрамника. Креплю холст к подрамнику обыкновенным строительным степлером. Чтобы не допустить перекос холста, сначала креплю ткань на середине подрамника и перехожу на противоположную сторону. Здесь ткань перед креплением натягиваю. Когда уже основные моменты закреплены, креплю оставшиеся промежутки с интервалом где-то в 2-3 см. Углы при этом оставляю свободными. Когда дохожу до уголочков, оставляю по сантиметров 15, натягиваю угол, заворачиваю ткань, креплю вот здесь, оставляя сантиметров 10 с двух сторон. И теперь заворачиваю в уголочек. Подворачиваю одну сторону и заворачиваю таким образом, чтобы здесь был ровный угол, не было бы никакой ткани. Выравниваю уголочек, заворачиваю сюда, прижимаю это дело. И видите, здесь очень много ткани, некрасивый угол получается. Тогда здесь у меня уже отложился залом. Я по вот этому залому отрезаю, не доходя до уголочка, ткань с этой стороны и вот с этой стороны. Теперь повторяю те же этапы. Закладываю здесь уголочек, аккуратно закладываю всю короткую сторону подрамника, выравниваю ткань вот здесь и закладываю на край противоположной стороны подрамника ткань. И теперь можно крепить. Раз, два. Натягиваю ткань еще раз на угол. Креплю здесь.
и все оставшиеся промежутки. И в итоге получается вот такой красивый, аккуратный уголочек. Если перевернуть на лицевую сторону, получается вот так вот аккуратно, красиво, нигде ничего не торчит, не утолщается. В итоге получилось, хоть ткань и не разглажена, это и не обязательно, но в итоге получился, посмотрите. Еще он не обработан ни грунтом, ни пропиткой, но уже ткань натянута достаточно хорошо, упруго. И главное, равномерно, нигде не перекашивает ничего. Класс! Для первого раза, можно сказать, профессионально, без ложной скромности. Для проклейки холста мне понадобится желатин и глицерин, и весы. Но весы я забыла, поэтому сейчас буду каким-то образом выходить из этого положения. У меня в этом пакетике 50 грамм желатина. Формирую желатин в производную правильную форму одинаковой толщины. Делю эту полоску примерно на 5 частей. Ну, как вы понимаете, у меня будет все условно. Это плохо, конечно, но ничего не поделаешь. И еще одну полоску делю на 2 части. По идее, вот эта часть должна составлять у меня 15 грамм. И мне повезло, у меня здесь нашлась пустая бутылочка из-под лекарства с колпачком, на котором есть мерные деления. И здесь есть как раз 15 грамм, поэтому мне повезло. Глицерин я буду мерить этим колпачком. А мне нужно, кстати, 15. Почему 15? Мне нужно 12 с половиной. Ну, хорошо, 12. Ну, вот здесь есть 10, 15, и где-то посередине у меня будет 12. Заливаю желатин 450 мл кипятка. Добавляю глицерин, все тщательно перемешиваю и отправляю отрабатывать желатин на 6 часов. Пока вода горячая, я его периодически буду перемешивать, чтобы желатин растворился равномерно. Желатиновую смесь наношу на холст руками. Под руками не должно ощущаться никаких комочков. Желатин должен полностью впитаться в холст и иметь гладкую поверхность. Прежде чем нанести на холст желатин, разминаю его в руках, чтобы под воздействием тепла рук желатин стал мягче и эластичнее. Вот примерно такой консистенции должен быть желатин, но даже можно и немножко мягче. Обязательно промазываю торцы подрамника тем же количеством желатина. Чтобы смесь легла равномерным слоем, наношу желатин сразу по всему полотну. Этого количества смеси мне хватило на размер моего полотна в 80 и на 100 сантиметров, и даже немного можно было бы и оставить и не использовать его полностью. В конце делаю, так сказать, контрольное прощупывание. Еще не втертые в ткань кусочки желатина. Прохожусь руками по всему холсту, не забываю про торцы. Обнаруженные кусочки желатина либо удаляю, либо втираю в холст. В любом случае остаться их не должно, так как при высыхании они образуют бугорки, которые превратят холст в лунную поверхность, непригодную к работе. Отправляю сохнуть холст на 12 часов вдали от батарей и других источников точечного тепла. Итак, прошла ночь, холст у меня подсох, вернее не подсох, а он полностью высох. Сейчас его нужно грунтовать. Но прежде чем, у меня один слой желатина, и прежде чем грунтовать, нужно убедиться, что холст готов полностью. Как это сделать? Нужно посмотреть просто на просвет, полотно на просвет готовое. Если там будут явные, откровенные просвечиваться дырочки, значит нужно холст покрыть еще один раз слоем желатина. Но уже изначально по купленному холсту можно понять, сколько слоев желатина потребуется. Вот у меня лежат два образца ткани. Это двунитка и это 220 миллиграмм на метр квадратный. И это такая же, имеет такие же характеристики. Но у них совершенно разное переплетение. Здесь, в этом светлом, очень плотное переплетение. И видно,
что здесь достаточно будет и одного слоя желатина. Здесь же очень рыхлое переплетение. Она, кстати, и сама более тонкая ткань на ощупь. Вот. И здесь уже одним слоем желатина сразу видно, что не отделаешься. Грунт я использую фирмы Sonet. Он самый распространенный и самый дешевый. Но так как грунт достаточно густой, в целях экономии я добавляю в него немножко водички. Вот такую консистенцию грунта я буду использовать. Грунтую холст обыкновенной строительной кисточкой. Она у меня уже давно в использовании, поэтому не оставляет волосков щетины. Но если у вас кисть новая, следите внимательно, чтобы на грунт не прилипли волоски щетины. И снова не забываем про торцы. Холст буду грунтовать минимум 2 раза, но прежде чем наносить второй слой грунта, нужно, чтобы полностью высох первый слой. На это обычно уходит 1-2 часа, в зависимости от температуры помещения и влажности. Холст уже высох полностью после нанесения второго слоя грунта, и обратите внимание, какая должна быть структура у холста. Холст должен быть полностью прокрашен, без проплешин, без пропусков краски. Итак, все технические работы по подготовке холста я провела. Холст готов, можно начинать писать картину. Работы с полотном начну с нанесения на него текстурной пасты, причем эту пасту сделаю своими руками. Но прежде подготовлю инструмент для работы с пастой на холсте. Для нанесения пасты буду использовать большой мастихин, а для ее структурирования небольшой строительный валик, который усовершенствую при помощи нитей, оставшихся от подложки под ковер, от другой моей работы. Конкретнее про нее можете посмотреть в этом видео вверху по ссылочке. В хаотичном порядке наматываю нить на валик. Эти нити придадут пасте грубый рваный характер поверхности. Думаю, что должно получиться очень фактурно. Для текстурной пасты буду использовать соду, так как она даст более грубую фактуру. Всыпаю в емкость 1 стакан соды. Сюда же добавляю 4 столовые ложки клея ПВА. Размешиваю это все. Добавляю 2 столовые ложки краски. Размешиваю, вижу, что все-таки смесь получилась достаточно сухая. Надо добавить немножко клея. Вот теперь я смотрю, получается консистенция нормальная, пластичная, достаточно густая, но в то же время с ней можно работать. Размешиваю смесь до однородного состояния. Краску я добавляла акриловую, белила титановые. Так как акриловая краска очень быстро сохнет, я боюсь, что текстурная паста, пока я еще тут буду подготавливать все остальное, может покрыться пленочкой и начинать подсыхать. Потом будут в пасте образовываться ненужные мне комки. Поэтому я накрою всю смесь полиэтиленовой пленкой. Воплощаю в жизнь то, что задумала. Сначала пасту наношу мастихином на холст, чтобы она хорошо зафиксировалась на нем, а затем уже при помощи валика придаю поверхности желаемую фактуру. Сейчас оставляю сохнуть пасту. Ну, как бы говорят, она должна сохнуть 3-4 часа, но у меня получится ночь, поэтому должно все затвердеть. И можно будет продолжать работу с картиной. Прошла ночь, паста полностью высохла, и в моем варианте ей потребовалось далеко не 3-4 часа, потому что я подходила и проверяла, как быстро она сохнет. Ночь потребовалась для того, чтобы она полностью, все буквально вот эти вот утолщения просохли хорошо.
Но сейчас я вижу, что я допустила небольшую ошибку при работе с текстурной пастой из-за отсутствия художественного опыта. Так как за основу пасты я взяла соду, я не учла, что сода абсорбирует жидкость, и она буквально уже к концу работы загустела, потеряла пластичность и плохо ложилась на холст. Но все равно, конечно, ложилась, все получилось, но работать было более сложно, и я как-то не догадалась добавить жидкости, клей. Легла она достаточно грубыми, толстыми мазками. Меня это устраивает, но боюсь, что в местах уплотнения, там, где много пасты и там, где она получилась такого рваного характера, вот эти вот, значит, вершинки будут осыпаться. А так как мне нужно работать дальше уже и покрывать холст красками, прокрашивать весь холст, то боюсь, что паста начнет осыпаться и создавать неудобства в работе. Поэтому прежде чем давать фон на холст, я пройдусь все места с текстурной пастой кисточкой. Что осыпется, то осыпется, что останется, то останется. Буду делать таким вот образом. Ну, я смотрю, особо не осыпается, но все равно. Ну вот одна капля упала. В целях перестраховки я это сделаю. И в будущем, конечно, нужно немножко рецепт этой пасты улучшить. Учитывать, что сода очень хорошо абсорбирует жидкость. Я знаю, что добавляют другую основу для текстур, например, тальк или даже крахмал. Я думаю, что с этими они более мелкозернистые, и с ними, я думаю, что с ними работать будет проще. И они не настолько, хотя тальк тоже впитывает хорошо жидкость. Но это нужно будет попробовать, когда-нибудь я попробую и расскажу вам. На расстоянии 15 сантиметров от верха креплю степлером нейлоновую нить для навешивания холста на стену. Чтобы нить была надежно закреплена, свободный ее конец креплю минимум 3 раза, заворачивая после каждого крепления в разные стороны. Свободный конец связываю с основной нитью узлом и обрезаю все лишнее. В комнату на минуту заглянуло солнце, и в косых солнечных лучах выразительно проявилась фактурная поверхность холста. И я, конечно, не могла не поделиться с вами этими кадрами. Буду смешивать краски: английская красная, краплак красный, окись хрома и сиену натуральную. Ну и, естественно, мне понадобится еще белила, белила титановое, краски все акриловые. Смешиваю краски примерно в равных пропорциях. Белил добавляю больше. От количества белил будет зависеть степень светлоты и насыщенности тона. У меня получился такой тауповый цвет, уходящий в розовый. Меняя при помощи белил насыщенность фона на разных участках холста, заполняю весь фон картины. А набирая на кисть воду, разбавляю краску, это позволяет в разы снизить ее расход. Участки с грубой фактурой хочу еще больше подчеркнуть, поэтому точечно прокрашиваю их в более темный тон, чем остальной фон. После устойчивого высыхания первого слоя сухой кистью чистыми белилами высвечиваю темные участки, проходясь только по верху фактуры грубых участков. Таким образом у меня получается сложный цвет, меняющий тон при разном угле зрения, почти как хамелеон. Вот такая красивая рельефная фактура будет у картины при приближении. Намечаю карандашом контуры для будущих объектов. Так как я хочу повесить на достаточно небольшой участок стены картину больших размеров, то она должна, по моему мнению, не быть ярким акцентом на этой стене. Поэтому
По тону картина незначительно отличается от тона обоев. А источником вдохновения мне служат обои в этой же комнате. Я хочу перенести на холст абстрактный рисунок с обоев, но, конечно же, не точь-в-точь, а немного измененный и в увеличенном размере. Все основные объекты на картине, которые должны привлекать внимание, выделяю при помощи моей любимой патали – золотой и серебряной. На 3 объекта, как я сейчас думаю, возможно, будет и больше, мне нужно нанести клей для патали. Для того, чтобы он не растекся случайно за контуры рисунка, я перекладываю картину в горизонтальное положение. Чтобы паталь долго радовала глаз и не окислилась со временем, покрываю ее финишным лаком. А чтобы разбить монохромность центрального объекта на картине, прорабатываю его композицией из золота и серебра. То, что получается, мне уже нравится. Нравится сочетание грубой фактуры, нежного пастельного фона и яркой патали. Добавляю еще пару абстрактных второстепенных объектов более темным цветом в места, где много пустого пространства. Очень старалась, когда пририсовывала это солнце. Так старалась, что просто перестаралась. По итогу оно здесь смотрится чужеродно и по размерам, и по рисунку. В общем, правы художники, когда говорят, что работать нужно на свежую голову и не перетруждаться. Буду его убирать. В готовой работе холст немного ослаб и обвис. Подбиваю немного клинышки, чтобы восстановить натяжение. И вот конечный результат. Стена, конечно же, преобразилась в лучшую сторону. Исчезло пустое пространство, навевающее уныние. Теперь, когда я захожу в комнату, взгляд невольно приковывается к картине и моментально поднимается настроение. Но есть еще и вторая сторона в этом обновлении. Это то, что на ее фоне сразу же начинают выделяться старые вещи и предметы, которые уже не мешало бы заменить, а так без картины вроде бы все и нормально. Поэтому, похоже, мои переделки будут бесконечными. Так что не забывайте подписываться на канал, будем вместе улучшать наш быт. Всем творческих успехов и до новых встреч!